Тихо, 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 тихо. Я за горошком пошла. Пусто. Верните. Ну что ж вы делаете-то с ним, а? Что ж вы с ним делаете? Да-да, войдите. Здравия. Здравствуйте, Николай Анисимович. Старший следователь прокуратуры, подполковник Макаров Алексей Иванович. Да, прошу вас. Добрый день. Здравствуйте. Ну-с. Так о чем будет наш разговор? Николай Анисимович, что вы можете сказать по поводу расхода стройматериалов на ремонт квартиры ваших родственников? Ремонт? Ну что, я помню, как-то пару раз я обращался к нашим хозяйственникам за помощью. Но это было давно. Это было не пару раз. Нами установлены более 30 эпизодов. Этого не может быть. Вот, пожалуйста. Ознакомьтесь. Я думаю, вы сами понимаете, что на ремонт нескольких квартир такое количество материалов истратить практически невозможно. Зимний дворец отремонтировать можно. Но в том-то и дело. На ремонт этих квартир ушло огромное количество материалов. Виноват. Не доглядел. Трудно спорить. Еще вопрос. Николай Анисимович, вам было подарено 4 машины. Да, 2 Мерседеса и 2 БМВ. Вы считаете корректным принимать подобные подарки? А что здесь такого? Ну как, все-таки вы занимаете такую должность.
Николай Анисимович, министр внутренних дел. Фирмачи мне дарили эти машины как человеку, а не как министру. Вы так думаете? Абсолютно уверен в этом. Полагаю, что могут быть другие мнения. Хорошо. Я могу эти машины сдать. Нет, одно я хотел бы выкупить. Ну, как она? Значительно лучше. Настроение нормальное, стала читать, телевизор смотрит. Здравствуйте. Прекрасно. Прекрасно. Вначале была подавлена, ничего не интересовало. Теперь совсем другой человек. Можно мне ее навестить? О, нет, нет, что вы. Не следует к ней ходить. Ее мама просила вас не пускать. А при чем здесь ее мама? Мне нужно повидать Риту. Я, как врач, тоже против. Но она только-только стала восстанавливаться от срыва, который, кстати, как я понимаю, произошел из-за вас. Поэтому мне и надо ее увидеть. Я должен ей все объяснить. Вот она выпишется, тогда и увидите. Но она будет думать, что… Нет, нет. Передайте, пожалуйста, ей вот это. Я передам. Не волнуйтесь, идите. Ну а как здоровье самого? Пока вроде бы ничего. Выглядит хуже обычного, но… К нам группа следователей приехала из комитета. И люди из прокуратуры работают. Что-то делать надо. Волна такая поднимается, что не остановить. А ведь она может и нас накрыть. И тогда мы повылетаем из своих кресел, как пули. А вот где приземлимся, никто не знает. Им нужен козел отпущения, чтобы видели, мол, порядок наводим. Чтобы все знали, неприкасаемых нет. Ну а если им такого человека найти, они успокоятся. Совсем успокоиться. Ну, сразу нет. А вот напряжение спадет, это точно. Кроме того, многое можно будет снять с себя и повесить на него. Мол, он в центре был. Все к нему шло, а не нам. Он и виноват. Кого конкретно ты предлагаешь? Кто первый слетел, про него и говорю. Щелоков? Но он в два счета докажет, что не брал, не получал и ни в чем не замешан. Нужно сделать так, чтобы он ничего не смог доказать. Чтобы замолчал. Ты даешь. Я все продумал. Нужно пустить слухи, что у него золото, горы. Что брал без меры. Это все в струю будет. По мелочам у следствия на него доказательства есть. Ну, а если мелочи есть, можно будет все на него валить. Как это ты все представляешь? Есть такие люди, которые решат, как сделать так, чтобы он ничего не смог опровергнуть. А что вы можете сказать про колхоз «Заречный» в деревне Мизино? Не припомню такого. Неудивительно, если учесть, что такого колхоза не было. То есть он существовал, конечно, но только на бумаге. Фантастика. Да нет никакой фантастики. Дело вполне реальное. И похищены вполне реальные деньги. Миллионы рублей. Невероятно. А что же местные органы АБХСС прошляпили? Так вот и нас это интересует. И куда ваше управление смотрело, тоже интересно. И действительно ли никто ничего не знает? Тоже вопрос. Ну, знаете, тут могут быть варианты. Что вы хотите сказать? Ну, говорите, говорите. Мы не всегда могли делать то, что должны. Иногда вам говорят не трогать. Все, руки связаны.
И кто же вам так мешал? У нас командует один человек. Вы про Щелокова? Вы сами это сказали. Ну что? Да ничего. Подожди. Первый раз в такой боли. Да, непривычно, надо сказать. Ну что они от тебя хотели? Ну, вопросы задавали о злоупотреблениях. В основном в хозяйственном управлении. Потом еще всякую ерунду спрашивали. Куда конфискат направляли. Ну и так далее. Ну ты-то здесь при чем? То есть как при чем? Министром кто был? Я, а не Пушкин? Мне отвечать. А кто спрашивал тебя? Ну, а к тебе претензии есть? Как тебе сказать? Пока нет. Пока нет. Коля! Коля! Ой. Добрый день. Здравствуйте. Присаживайтесь. Я тут в первый раз. С новосельем вас. Спасибо. Что наш человек в МВД? Это один из тех вопросов, что я хотел с вами обсудить. Думаю, пора его к нам в контору забирать. Стоящий парень. Рано. Пусть еще там поработает. Юрий Владимирович. Да, новоселье. Кабинет, кресло – это еще не все. Этого мало. Все вроде есть. А здоровье… Ну ничего, подлечитесь. Все будет нормально. Я столько лет пытаюсь подлечиться. Тщетно. Не получается. Почки – это такая штука. Столько нужно сделать. Знаешь, как новую водку называют? Андроповка. Скверно получится. Если все, о чем будут говорить, а потом вспоминать, это водка. Да и то, как людей по кинотеатрам гоняют, чтобы работу не прогуливали. Ну, вы только начали работать. На все нужно время. Так что… Юрий Владимирович. Врача, быстро! Здорово. Здорово. Слушай, ну тебя не поймешь. То ляг на дно, то срочно приезжай ко мне. Ну, что звал? Дело есть. Понятно. У тебя сейчас одно дело под раздачу не попасть. Че не надо? Не надо. Вдруг это слушают всех. Ага. Валится все.
Народу столько повыгоняли из-за дела и без дела. И лес рубят, щепки без счету летят. А давно ты у нас начал за чужих-то переживать? Чё-то я раньше такого не замечал. Себя переживаю. Что за дело-то? Нас действительно начали шерстить. Рано или поздно до меня доберутся. Чего ждем тогда? Валить надо. Валить? Ну ты-то знаешь, как у нас ищут, долго не пробегаешь. Знаю. Так вот, шерстят всех, но целят. Щелокова, если его не будет, все успокоится. Ну что, Юрий Владимирович, мы с коллегами посоветовались, сделаем вам гемодиализ, укольчики. Дня 2 придется полежать, ну, может быть, немножко подольше. Я прекрасно понимаю ситуацию. Я умираю. Юрий Владимирович, ну что вы, не стоит волноваться, мы сделаем все возможное. Беда в том, что возможности ваши не беспредельны. Сколько мне осталось? Ну зачем так ставить вопрос? Сколько у меня времени? Я должен знать. У меня много дел. Юрий Владимирович. Я задал вам прямой вопрос. Мне нужен прямой ответ. Хорошо. Я думаю, полгода. Может быть, год. Спасибо. Спасибо. Это, а как ты себе мыслишь это все? А что тут мыслить-то? Ограбление. По всей Москве слухи ходят, что у них не квартира, а музей. Действительно музей? А я был пару раз. Нет, не музей. Лучше Эрмитаж. Так это же это дом какой, туда еще попасть надо. Есть одна мысль. Здравствуйте. Здрасте, Кирилл. А что это такое? А это новогодний заказ с работы. Ну там колбаса, икра, консервы всякие. Я взял список там внутри. Я думал, нам уже не положено. Почему? Положено. Всем, кто в отставку выходит, положено. В гостиную несите. Ага. Ставьте, Кирилл, вот сюда. Сюда, да? Так, вы свои деньги заплатили, сейчас я рассчитаюсь с вами. Здравствуй. Добрый день, Николай Анисимович. А это что? Королев прислал? Да, Королев сейчас не до заказов, его так трясут. А, это ты мне рассказываешь. Так, вот деньги, сейчас я вам чаю сделаю. Двум мужикам предлагают чай. Николай Анисимович. Нет, готовь чай, а мы с тобой побеседуем. Иди сюда. Ну, давай, рассказывай. Что ты хотел у нас в доме? Я заказ привез. Ну, это ты Светлане рассказывай. Да и она не поверит. У меня на лбу черная метка. Ни один сотрудник в здравом уме в этом доме не появится. Ну, тогда можете считать, что я не в себе? Это объяснение? Нет. Ну, тогда попробуем по-другому. У меня рано умерли родители. И из того, что мне говорил отец, я помню одну вещь. Никогда не отворачивайся от людей, если они в беде. Будет стыдно смотреть в глаза. Не им, так другим.
Я объяснил. Ну, допустим. Только это твое благородство может тебе дорого обойтись. Но милиция не единственное место, где можно работать. Тем более, что меня сейчас вот-вот выгонят. А, вот это верно. Спасибо. Тяжело, наверное, Светлане Владимировне. Дети помогают. Заезжают часто. Конечно, ей тяжело. Слишком высоко мы забрались. Падать оказалось больно. Не пойму я тебя. Если я в тебе ошибся, это будет первый раз в жизни. Хотя много я в жизни ошибок сделал. Ну вот, пришли, слава богу. Дома. Ой. Фу. Да. Дома лучше. Неужели? Ой, Ритуль, я столько всего наготовила. Мы с тобой в платье не влезем. Давай только попозже, ладно? Ну, хорошо. Ой. Так, Повесь, пожалуйста. давай. Спасибо. А ты знаешь, а я ведь салат оливье сделала. Селедку под шубой. Селедка – это чудесно. А давай прямо сейчас, а? Чего ждать-то? Ритуль, а может, супчику тарелку? Мамочка, давай попозже. Спасибо. Тогда потом, да? Что, зятек, страшно? Вы про свадьбу или про следственную группу, которая у нас в отделении работает? Смешно. Но я бы на твоем месте и того, и другого боялся. Ну, я волнуюсь. Это ты сейчас про что? Я про свадьбу. Это верно. Хотя было у тебя пару командировок. Когда документы важные пропали, их потом искали, да не нашли. Ну, всякое бывает. Бухгалтеры они такие аккуратные, а потом где-нибудь не доглядят, документы бац и пропали. То есть тебе бояться нечего, да? Ну, я-то кто? Я сошка, пыль под ногами. Им больше люди с большими звездами интересны. Это вроде меня. Ну, вы тут при чем? Если бы у них на вас что-то было, они бы наверняка уже вопросы начали задавать. Ну, это верно. Так бы и сделали. А они молчат. Давай. Как у деда дела? У министра нашего, бывшего. Соответственно, положению. Самочувствие? Сердце барахлит, поэтому все больше дома сидит. В печали, в общем. Да, дома у них не весело. Ну, это понятно. Конфискации, надо думать, у них еще не было. Нет, все на месте. И бронза, и картины, да и сами они ничего не говорили. Наверняка самое ценное уже спрятали. Золотишко, камушки. Может быть, но навряд ли у них много чего есть. Для этого сейфы устраивают, чтоб чужие нос не совали. Ну, сейфов я не видел. Да. А может, ты и прав. Может, и нет у них ничего.
плохого. Просили передать сигнальный экземпляр журнала «Коммунист» с вашей статьей «Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР». Я им говорю, дайте человеку отдохнуть. Нет, заставили взять. Отдохнуть. Слишком много нужно сделать, а времени слишком мало. Прочел? Да, конечно. Статья шума наделает. Ну, перестань. У меня авторское самолюбие не настолько развито, чтобы так мне льстить. Нет, правда. Чтобы генеральный секретарь ЦК Компартии решился сказать такое. Значит, уловил то, что в статье недосказано? Ну, а как же? Там очень ясно написано. Мы ни от чего не отказываемся с точки зрения идеологии. Но брежневская идея о том, что у нас построен развитой социализм, была, мягко говоря, несколько преждевременна. Главная фраза «нота бене», которая на меня произвела впечатление, это «мы должны…» Нет. Нам надо трезво представлять, где мы находимся. Именно так. Мы должны понимать, где мы. А потом уже думать, что делать дальше. Мы не знаем общества, которое воспитали. Наши обществоведы с развитым социализмом несколько поторопились. Ну, Юрий Владимирович, что им заказывали, то и написали. Общественные науки у нас не столько двигали вперед теорию, сколько обслуживали руководство. Ну, те, кто пытался развивать теорию, часто плохо кончали. Тоже верно. Алло, Рита, это я. Ты меня слышишь? слышу. Послушай, мы с тобой должны обязательно встретиться. Многое мне надо тебе объяснить, многое, о чем я раньше просто не мог говорить. Алло, алло. Ты слушаешь? Я тебя люблю. Это главное, что я хотел сказать. И всегда буду любить. Ладно, если не хочешь говорить, просто послушай. Даже если мы с тобой больше никогда не увидимся, даже если… Алло! Не надо было тебе это слышать. Не надо было тебе этого говорить. Нам с тобой давно надо было поговорить. А чего ты ждал? Свадьбу? Я знал, что тебе будет больно. Ты меня жили? Что-то вроде того. Не ври. Ты сам этого хотел. Из-за отца, из-за карьеры. А теперь все рухнуло. Побежал к своей? Неправда, я ее всегда любил. Сволочь. Так, ты с чем пришел? Я слышал, вы распорядились не очень круто обходиться со Щелоковым. Это так? Ты же понимаешь, что дело не в Щелокове, а в системе. Конечно, как появилась возможность, я почти сразу снял его с министерства. Но ведь он делал то, что делали многие другие. Брал подарки, сам дарил, принимал подношения. Не все так поступали, но большинство. Но к нему, конечно, и счет другой. Спрос с него особенный. Как с министра внутренних дел. Но красть, как это делали, скажем, в республиках, он не крал. Это правда. И я об этом знал тогда и сейчас. Одним словом, хватит с него. Достаточно того, что он снят с должности и что таскают его сейчас под опросом. Позорище. Да.
Ну, теперь-то Кирилла Нестерова мы можем выводить из игры. Нового мы уже ничего не узнаем. А вот если Федорчук сейчас его выпрет из МВД, мы его к себе взять не сможем. Ну, как это будет выглядеть, Юрий Владимирович? Да, ладно. Выводи его из игры. С Ольгой поссорились серьезно. Да. Она сказала, что слышала твой разговор с какой-то другой девушкой там. Да, все именно так и было. Мириться будешь? Нет. Я так и думал. Не знаю, что делать. Уговаривать тебя, чтобы ты пошел к ней. Она-то ждет, что ты придешь, в ноги упадешь. Но я знаю, зачем тебе это надо было. Карьера, тесть, генерал. Никому не... Тихо, тихо. Тебя никто за это не осуждает. Тем более, что Ольга сама вешалась тебе на шею. Приятно это говорить, но так оно и есть. И я сам перетянул тебя сюда, в центральный аппарат. В общем, восстанавливать отношения с Ольгой не будешь. Это решено. Вопрос, как объяснить родственникам и друзьям, почему свадьбы не будет, это моя головная боль. Мне действительно очень жаль, что Я так все сказал, получилось. что я с этим разберусь. Ты запомни главное. Времена настали трудные. Чем все это закончится, неизвестно. Надо держаться друг друга, без шума и скандалов. У меня к тебе претензий нет. У тебя ко мне. Вы о чем? Вот и отлично. Выплывем, можешь идти на все 4 стороны. А может, я тебе пригожусь. А может, ты мне пригодишься. А пока мир, лады. Конечно. Вот и отлично. Будь. Короче, плюнь и забудь. Я все прощу. Что он этим хотел сказать, я понятия не имею. Спасибо большое. Ты ему еще для чего-то нужен. И, скорее всего, в связи со Щелоковым. Да. И он очень настаивал, чтобы я продолжал бывать у них дома. Ну, ты видишь, не я один. И еще он интересовался, была ли у Щелокова конфискация. Ну, там картины, мебель. Зачем ему это? Подставить его хочет. Подкинет информацию, от кого и как Щелоков все это получал, и потопит. Чтобы отвести подозрения от себя? Ну да. Не исключено. В любом случае, будь осторожен. Королев уже один раз пытался тебя подставить. Нет, ну сейчас-то ему зачем? Тогда он хотел от дяди избавиться. Сейчас-то у нас с Олей все разладилось. Что он делает? Все к лучшему. Будем готовить твой выход из операции. Решим, куда тебя переместить, так что без лишнего шума. А потом уже подумаем о твоем трудоустройстве. Что-нибудь предложим. Спасибо. Не, ну правда, спасибо. Куда? Что? Что? Светик, ну что молчишь? Светик, случилось что-нибудь? Понятно же. Понятно же. Понятно, что я во всем виновата, что все это из-за меня. Понятно же. Подожди. Света! Светик, подожди! Я тебя просил то одно, то другое сделать, то за одних, то за других. Я во всем виновата. Я виноват. Я во всем виноват. Я должен был думать, что делать. Ну, и потом, помимо тебя столько претензий ко мне. Ну, Светик, мы все преодолеем, как всегда.
Но перемериться, как говорится, и мука будет. Здравствуйте. Скажите, а Маргарита Васильева из 8-й квартиры не выходила? Я ее знакомый. И Валентина Андреевна меня знает. Меня Кирилл зовут. Вот мои документы. Я из милиции. Это вы насчет Ритки? Так она гулять пошла. А когда пошла? Ну, меньше часа. А куда пошла, не видели? В парк пошла, вот туда. Спасибо огромное. Ага. До свидания. Да чего уж тут, да. До свидания. Но мы с вами вчера встречались. Я ответил на все ваши вопросы. Ну, не с вами, с вашими коллегами. Но поймите, допросы каждый день – это невыносимо. Я говорил, у меня вчера плохо было. Сегодня врача утром вызывали. Ко мне приедете? Ну, хорошо. Здравствуй, Марья Ивановна. Валь, Да. к твоей Маргарите друг приходил. Да? А что, прямо к нам домой? Да нет, пошел ее в парк искать. Марья Ивановна, а как он выглядит? Ну, такой молодой, симпатичный, очень вежливый, да, в милиции работает. Милиция. Только нам его не хватало. Туда, говорите, да, он пошел? Туда. Я тебя люблю. Очень. Зачем тогда все это было? Я не могу тебе сказать. Не сейчас. Когда? Пожалуйста, не задавай мне сейчас никаких вопросов. Просто поверь. Хорошо. Тебя опять вызывают? Я сказал, что плохо себя чувствую. Они сами сюда придут. Ну и зря. Не хватало, чтобы они сюда повадились. Обнаглели совсем. Пусть ждут. Нечего перед ними на задних лапках прыгать. Спасибо, а то я не знал, что мне делать. Почему ты так со мной разговариваешь? А что ты идиотские советы даешь?
Прекрати немедленно. Нет, это ты прекрати. Кто постоянно просил? Ремонт, машины, дачи. Одним нужно одно, другим другое. И все хорошие люди. И всем надо. Ты думаешь, о чем меня там спрашивают? Вернее, допрашивают. Именно об этом. Дожил. На старости лет. Иду по коридору, а мне в спину вор. Вор, вор, вор. Вор идет. Ворюга. И не делай удивленные глаза, будто ничего не понимаешь. Кирилл, это Щелокова. Вы не могли бы мне на дачу отвезти? Добрый день, Светлана Владимировна. А что вы здесь-то? Я поднялся. Поехали. Поехали. Дача – это хорошо. Мне вот квартиру в Москве дали, а все равно приезжай сюда. Воздух свежий, простор. В Москве как-то все зажато, живешь как в мешке. Я в этом доме вырос, ну, тот, что за городом. Ему уже лет 40. Конечно, уже ремонтировать его надо. Но как-то руки не доходят, все времени не хватает. Да и материалы надо где-то доставать. Да, материалы – это проблема. Но, к сожалению, помочь сейчас не могу. Да что вы, я даже и не думал. А что в министерстве про Николая Анисимовича говорят? Понимаете… Говорите, смелее. Грязью поливают? Да нет, зачем сотрудникам его грязью поливать? Он же столько для МВД всего сделал. Он создал его, по сути. Ну, зачем же об этом помнить? Они хотя бы понимают, что у него… У нас все это понимают. Конечно, многое… Я многое делала зря. А Николай Анисимович очень честный человек. Никто в этом не сомневается. Да, вот здесь. Симпатичный домик. Завело у вас тут. А хотите, я вам тут все почищу? У вас лопата есть? Кирилл, хотела вас попросить, есть у вас время? Можете вернуться в Москву, заехать в кулинарию? Купите, ну, что-нибудь, шашлыки, котлеты мясные, посмотрите на свое усмотрение и отвезти Николаю Анисимовичу. Как раз, может быть, допрос закончится. А он сейчас на допросе? Нет, дома допрос. А почему дома? Ну, что мне ерунду всякую спрашивать? Откуда я знаю? Позвонили, сказали срочно. Бегите, спасибо.
Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Уж извините, пожалуйста, Николай Анисимович, что мы вас побеспокоили. Работа, сами понимаете. Да. Да, я понимаю. Прошу вас. Николай Анисимович, наши коллеги беседовали с вами по поводу хозяйственного отдела МВД. Мы уже говорили на эту тему. Да, я знаю, но нам бы хотелось обсудить свои вопросы, они касаются УБХСС. Ну и что именно вас интересует? Нас интересуют возможные злоупотребления в этом управлении. Мне об этом ничего не известно. А что вы думаете о работе заместителя начальника управления товарища Королеве? Королев? Да. Ну, он во мне всегда вызывал двойственные впечатления. Интересно. Нет, он профессионал. Профессионал, конечно. Умен. Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, да, он вызывал у меня подозрения. Нет, ничего конкретного. Нет, я интересовался им. Но ничего конкретного. А почему вы на меня так смотрите? Да знакомое что-то. Да. Простите, как ваше имя? Климов Дмитрий Алексеевич, старший следователь прокуратуры. Вот, пожалуйста. Имя не сходится. Что-что? Имя и фамилия. У меня, знаете ли, память. Что-то не то. Верните удостоверение, пожалуйста. Сядьте, Николай Анисимович. Сядьте. Так что там насчет Королева-то? Насчет Королева? Да. Вор он? Вор. А я смотрю, вы живопись очень любите, да? Это что, все настоящее, что ли? Как же вы все меня. Да, я люблю живопись. Люблю театр, люблю кино. Балет люблю, литературу люблю. Еще что? А это что такое? Это видеомагнитофон. Еще что? Спокойнее, товарищ министр. Спокойнее. Ведь я тебя узнал. Это ты. Точно ты.